Умные поисковики сейчас на пике своей популярности. Все хотят получать уже готовые ответы вместо кучи ссылок. Сегодня хотелось бы поговорить о Syra AI. Это полностью бесплатный поисковик с открытым исходным кодом и целым набором разных моделей на выбор. Итак, сразу в двух словах. Что такое Сайра? По сути, это поисковик, который в выдаче не забрасывает вас ссылками, а просматривает их за вас и выдает сжатый ответ с указанием источников. Да, по принципу работы это все очень похоже на известный Perplexity и специальный режим поиска в привычных чат-ботах. В чем тогда отличие? Ну, во-первых, чтобы в нем работать, не нужно даже регистрации. И нет никаких ограничений и платных версий. А все потому, что это проект с открытым исходным кодом, доступный всем. Можно всегда перейти на GitHub прямо с главной страницы проекта. А во-вторых, выбор моделей. Но тут нужно подробнее. Давайте посмотрим его в работе. Жмем «Попробовать» и попадаем в главное меню. Минималистичный дизайн, привычное окошко чата и, собственно, все. Можно только начать новый чат, а все самое главное находится в диалоговом окне. И вот тут принципиальное отличие Syra. Вы можете выбрать языковые модели, которые будут использованы в работе. Здесь есть и Grok, и Claude, и GPT, и экспериментально Llama и Qwen. Во-первых, в описании указано, есть ли в представленных моделях глубокое мышление. Во-вторых, внизу значки, с какими типами файлов может работать. Сразу скажу, это поисковик. Генерировать изображение он не может. И да, с PDF у меня так и не вышло совладать. Файл просто не загрузился. Но это еще не все. Есть несколько режимов. Первый — непосредственно поиск в сети. Тут все понятно. Дальше Buddy. Это специальный режим, в котором вы можете сохранять какую-нибудь информацию для дальнейшего использования. Актуально, потому что история ваших чатов не сохраняется. Инструмент для работы с кодом, чат на общие запросы, поиск исключительно на Reddit, режим исследования, который будет затрагивать только академические источники, и поиск на YouTube. Кроме того, есть еще экстремальный режим. Это глубокое мышление, которое задействует как можно больше разноплановых источников перед тем, как выдать ответ. Ну вот, в принципе, и все. Давайте посмотрим пару простых примеров, как же это работает. Для начала выберем модель. И аж глаза разбегаются, когда есть выбор. O4 Mini — режим поиска в сети. И узнаем свежие новости из мира искусственного интеллекта. Довольно быстро сделал подборку и сформировал визуально понятную таблицу. Источники указываются как в начале ответа, так и с носками в самом ответе. Давайте попробуем Grok вместе с поиском по академическим источникам. Ну и пусть он порассуждает, построит прогнозы по развитию нейросетей. Думал довольно долго, несколько минут, и в итоге выдал ответ на английском языке, обратившись к англоязычным источникам. Познавательно, но очень хочется почитать на русском. Поэтому уточню, что хотел бы ответ на русском языке. Готово, но это перевод англоязычных источников. Опять же, может быть, вам так будет даже лучше. Нет, тогда можно в промпте попросить использовать только русскоязычные источники или просто переключите модель. Тут их много. Дальше, пусть будет сочетание Qwen и поиск по YouTube. Учимся на ошибках, сразу попросим выдать результат на русском языке. Полученный текст базируется именно на найденных роликах, а не других источниках. Ссылки на ролики указаны в ответе. На них, конечно же, можно перейти. Для исследования, наверное, вряд ли достоверно, а вот найти ролики по теме — без проблем. Давайте все-таки на O4 Mini посмотрим, как работает глубокое мышление. Экстремально глубокое мышление, как заявляют создатели. Пройдемся по климатическим проблемам. И это было экстремально долго. Действительно, подождать пришлось. Пробовал, кстати, на других моделях, и с некоторыми дело закончилось ошибкой. Как, напомню, при работе с PDF-файлами. Такое бывает, но в данном случае результат обширный и структурированный со всеми ссылками на источники. Теперь по работе с изображениями. Сервис может их анализировать. Например, можно загрузить фото и спросить, какой город изображен. В итоге будет выдан результат и источники, по которым проходило сравнение. Ну а в конце хотелось бы отдельно показать Buddy. История чатов не сохраняется, но надо что-то запомнить. Включаем режим и закидываем туда любую информацию, которую хотите сохранить. Он проверит слоты памяти, и если там этой инфы нет, запомнит. Начинаем новый чат, истории нет, но эти данные он запомнил. Также можно пользоваться как планировщиком задач. Например, посмотреть в субботу футбол. Он запомнит эту инфу и напомнит, если спросить.
Но тут сразу оговорка. С чувствительными данными так все же поступать не рекомендуется. В целом, Сайра — это довольно интересный проект со своими плюсами. Бесплатно, не нужно регистрироваться, открытый исходный код, целый набор моделей и режимов поиска. Но есть и свои минусы. По крайней мере, у меня не все функции работали стабильно. Но присмотреться к этому проекту и следить за его развитием определенно стоит. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное — оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.